Здравствуйте, дорогие зрители! По многочисленным просьбам решила записать мастер-класс по плюшевой машинке Молния Маквин из мультфильма «Тачки». Прежде чем перейду к обзору материалов, хочу выразить огромную благодарность всем за поддержку. Благодаря вашим лайкам и комментариям продвигается этот канал. Также отдельная благодарность за то, что подписались. Просто алгоритмы YouTube реагируют в большей степени именно на это действие. Вот, поэтому еще раз огромная благодарность. Очень надеюсь, что мой контент вам полезен и все понятно и приносит радость. Итак, еще хотела сказать для тех, кто смотрит мастер-класс в реальном времени, то есть мастер-класс по дракону предыдущий, он почти закончен, там буквально осталось 2-3 видео, обязательно на днях его доделаем. Вот. Итак, переходим к обзору материалов. Машинка это будет плюшевая. Вот, я использую ниточку Ярнард Дольче пряжу, красный цвет 748, то есть здесь сейчас скажу в 100 граммах 120 метров. Вот, вот этой ниточки, она основная, ее потребуется нам где-то 4-4,5 моточка. Дальше черная ниточка, тоже Ярнард Дольче, цвет 742. Этой ниточки потребуется где-то 1,5 моточка. Так, вот эти ниточки, они для вышивки идут, вернее не для вышивки, а для мелких деталей. Их нужно в принципе понемногу, может быть по полмоточка. Где-то так. Желтая Ярнард Этамин в 30 граммах 180 метров. То есть вы можете просто использовать похожую пряжу по толщине, по качеству. Вот. Поэтому, в принципе, смотрите метраж и можете использовать пряжу ту, которая у вас есть. Итак, желтая это 439 цвет, оранжевая пряжа 446 цвет, белая 421 цвет, красная 434 и черная 422 цвет. Так, есть. Теперь ниточки также потребуется. Вот это вот ее тоже немножко. Это на переднее окошко. Это Lana Gold Classic. Цвет 55, если я не ошибаюсь. Ну, белая ниточка. Вот у меня просто оставалось. И этой нету бирочки уже. Так, и Ярнард Baby. Это у нас акрил. 50 граммах 150 метров, серый цвет 195. Это на окошке боковые и задние. Тоже, в принципе, немного нужно. Так, холофайбер. Холофайбера нужно будет много. Машинка плюшевая, большая. Она будет где-то 50 сантиметров в длину. В ширину, по-моему, 25 сантиметров. Поэтому холофайбера потребуется достаточно много. Так, дальше глазки. Вот это у меня пленочками заклеено, приходит так из магазина, чтобы глазки не были поцарапанные. Глазки вот такие вот, глиттер на безопасном креплении. Синенькие, 24 миллиметра. Вот такие. Одна пара глазок. И вот такие черные.
я делаю колеса с помощью вот этих пуговичек, закрепляю внутрь, ну, чтобы были выделены диски. То есть они, по-моему, по сантиметру где-то можно 10-14 миллиметров. В принципе, это не столь важно. Вот. То есть это будет внутри колеса. Тоже на безопасном креплении. 4 глазика вот таких нам нужно. Маркеры использую вот такие обычные. Это когда мы будем уже сшивать машинку. Очень удобно с помощью них скреплять вот детали. Крючки. Крючки нам потребуется номер 1, 2,5, 3 и 4. Вот такие крючки. Ну, также понадобятся иголочки для сшивания деталей, ножнички. И также, возможно, потребуется клей-кристалл. Вот. Я его, в принципе, не использую при изготовлении машинки, но иногда бывает, чтобы колесо плотненько, хорошо стянулось, ниточка плюшевая, она достаточно толстая, и тогда можно будет скрепить. То есть бывает, что вот эти закрепочки, они не очень хорошо держат, и тогда можно будет нанести клей и уже хорошо их закрепить. Поэтому, то есть он может понадобиться, может нет. То есть это такое дело случая. Вот. Ну, в принципе, это все материалы, которые нужны. Вот, вяжется сама машинка, она достаточно быстро. Вот сама основа машинки, то есть схему я нашла на просторах интернета. Вот, мне нужно было просто очень быстро выполнить заказ на машинку, и как-то она мне в интернете попалась. Просто я ее немного видоизменила. Самой машинки сейчас в наличии у меня нет. Это, можно сказать, такой один из моих бестселлеров, потому что они достаточно пользуются спросом хорошо. И много на них заказов было, поэтому в наличии у меня они не остались. Вот, поэтому обзор самой машинки, ее, в принципе, можно посмотреть. У меня есть видео шортс на моем канале, и там несколько видео по этой машинке есть. Вот, поэтому уже когда свяжем эту машинку с вами, в конце я сделаю уже обзор как бы более детальный. Итак, благодарю всех за просмотр. Желаю всем вдохновения, хорошего настроения, ровных петелечек. Вот. И до новой встречи. В следующем видео начнем вязание. До встречи.